Приветствую тебя, инженер. Реальное, дело ты хотел. Реальное, дело ты получишь. Сейчас будет траблшутинг по системе цилиндровой смазки двигателя 11 RT-Flex 96C. Да, Зульцер. Вот только это не таблетка, это всего лишь почва для размышлений, ведь я провел всего лишь 5-месячную лабораторную работу. Поехали. В двух словах, система цилиндровой смазки этого двигателя ECL. Это результат работы японских технарей, что не хотят брать то, что прекрасно работает и есть не просит годами. Альфа-лубрикатор, например. Давление в системе смазки создается бустерными насосами до уровня 8 мегапаскалей. Масло под этим давлением подается в циркуляционный контур, на котором и стоят ECL-дистрибьюторы. Они из себя представляют клапанные блоки, активируемые электромагнитами, контролируемые прессостатами. В общем и целом, это просто хитрые соленоиды, что пускают масло в SIP valves распылители, вмонтированные в стенку цилиндровой втулки. А проблема заключается в том, что система хочет быть совсем взрослой, прям как альфа, и занимается замером таймингов открытия и закрытия игл SIP valve. При нормальной работе система фиксирует закрытие игл распылителей вот тут. В случае, если сипы начинают троить, в системе импульсных трубок появляются авторшоки. Волновые колебания из гидравлики, что ты, инженер, скорее всего, прогуливал в угоду более интересным занятиям. И система начинает фиксировать закрытие игл, а следовательно и конец впрыска цилиндровой смазки уже вот тут. В итоге, система видит отклонение от нормы и выдает предупредительную сигнализацию. Казалось бы, все хорошо. У нас есть плохо работающие сипы, и система это видит и советует нам их заменить. Вот только такие кардиограммы получаются не только от троящих сипов. Я порядка 8 раз менял сипы на линии рефлекторно, потому что так говорит инструкция, но никакого результата значительного это не давало. Я ставил новые распылители, рекондированные, ставил юзанные. Никакого эффекта. А вот если снять сипы, которые троят на одном цилиндре, и поставить их на любой другой, который работает нормально, проблема исчезает. Значит, дело не в сипах. Японские спецы, которых мы вызываем на борт с целью излечить этот недуг, они обычно говорят: это оно. Как вы понимаете, это не помогает от слова совсем. И вот японские спецы уезжают, и я опять 1 на 1 с этим дерьмом. Копаем дальше. Пробуем развоздушить все, что только можно. Заливаем импульсные трубки этиленгликолем, дизелькой, спиртом, в надежде получить отклик, как в авионике. Все без толку. Все эти меры, конечно, снижают задержку, но не сильно и ненадолго. Замена прессостата на линии имеет схожий эффект. Незначительное снижение задержки, что в принципе уже способствует не срабатыванию сигнализации, по крайней мере по ночам, но результат неудовлетворительный. И в принципе, если все эти меры собрать в кучу, замена прессостата, развоздушить систему, залить импульсные трубки до прессостатов чем-нибудь очень маловязким, вязкость этой жидкости совсем не должна практически зависеть от температуры, например, спирт. Это немножечко уменьшает задержку, сигнализация больше не срабатывает, но все равно. Когда у тебя 9 цилиндров работают с задержкой 2-3 миллисекунды, а один цилиндр работает на 20 миллисекундах, это потихонечку капает на голову, хотя в принципе не капризничает и не срабатывает, но все равно это ненормально. Да, тайминг плох, но он недостаточно плох для того, чтобы синициировать срабатывание сигнализации, поэтому чаще всего на этом и останавливаемся. Но мы будем копать дальше для того, чтобы понять, что это вообще за дичь. Еще один симптом — это скапливание масла под арматурой, под электромагнитом. Давай-ка мы переберем один дистрибьютор и проверим, что в нем не так. Прежде чем туда залезть, необходимо убедиться, что мы можем собрать то, что разберем. Поэтому я пересчитываю расходник. Небольшое отступление. Весь блок из себя представляет секцию с секущими клапанами и 2 дистрибьютора с электромагнитными актуаторами. Клапаны закрыты пружинами, а открываются электромагнитами. Рабочий ход этих золотников настолько мал, что его вообще очень сложно заметить. Что ж, давайте теперь их разберем. Отсоединим для начала дистрибьюторы от клапанного блока. 4 болта, что легко откручиваются от руки. Под дистрибьюторами установлены подпружиненные клапаны особой конструкции, что закрываются автоматически при слишком большом расходе масла, реагируя на предполагаемую протечку отсечением целой линии.
И снимем электромагниты. Они в этой работе участвовать не будут, перебирать там нечего. Дистрибьютор. В верхней части установлена, как в инструкции написана, арматура, металлическая пластина, что притягивается электромагнитом. Мы ее снимаем. Крышку выкручиваем головкой, затянута может быть от души, проще расслабив, зажав в тиски. Под крышкой находится возвратная пружина и золотник. Под нижней крышкой ничего интересного от слова совсем. Туда я залез, чтобы заменить резинку. Гильза и втулка сидит в корпусе на двух резинках и тефлоновых бэкапах. Я сделал специальный крючок из стальной спицы, чтобы ее выдернуть. На дне корпуса осталось два центрирующих пина, их нужно постараться не потерять. Все детальки необходимо помыть в керосине, а от старой резины избавиться. Помытые детали лучше выкладывать на заранее приготовленную чистую поверхность, чтобы на них ничего не налипало. Гидравлика все-таки. Меняем всю резину и бэкапы. Для удобства сборки на них можно брызнуть маслом или ВД-40. Единственной проблемой при сборке будет момент установки гильзы в корпус. Гильзу необходимо спозиционировать по двум пинам, иначе на место оно не встанет. И гильза, и золотник детали номерные, они не взаимозаменяемые, поэтому при сборке сличай номера, не перепутай. Собираем по чертежу, соблюдая очередность установки деталей. Крышку затягиваем от души, момента я не нашел. Остается только прикрутить арматуру и установить на место электромагнит. На клапанном блоке необходимо заменить резину и тефлон. Там все просто, но маслом лучше при установке не мазать, потому что выдавливает тефлоновый бэкап. Клапаны, те что автоматические, тут ведь тоже гильза и плунжер, и они тоже номерные, поэтому соблюдаем порядок и собираем по номерам. Дистрибьюторы к клапанному блоку прикручиваем на глазок. Поставив перебранный дистрибьютор на один из цилиндров, я не заметил значительного улучшения, но заметил один очень важный момент. Плунжерные пары дистрибьюторов хорошечно потерты. В рабочих областях это заметно невооруженным глазом. Оттуда и протечки масла в полость арматуры. Почему это важно? Да потому что если снять электромагниты, поднять арматуру, вытереть там масло насухо и собрать это, то в ближайшие 2-3 суток вас ждет замечательный тайминг. Все будет хорошо. До тех пор, пока там снова не накопится масло и не будет работать как небольшой демпфер. Зараза. Вывод. ECL система стрёмная и вообще никто не понимает, как она работает. Вылечить поздний тайминг можно, но для того, чтобы эффект был длительным, необходимо применять целый комплекс мер, в том числе и замену плунжерных пар дистрибьюторов, чтобы масло не просачивалось в арматуру. Я, к слову, даже ставил приработочные фильтры, это такие бумажные фильтры, на бустерную станцию ECL для того, чтобы проверить чистоту системы. Ничего я там не нашел, система абсолютно чистая. Не говоря уже о том, что бесконечное количество раз пытался развоздушивать систему, и опять-таки эффекта это не давало. Менял сипы столько раз, что просто уже перестал записывать. А знаете, что самое интересное? Интересное то, что компания рекомендует в случае увеличения тайминга навалить подачу масла на конкретный цилиндр. А интересно это потому, что актуальная подача масла цилиндрового, она ниже, чем рекомендует мейкер двигателя. Как только мы выворачиваем подачу на более-менее адекватный уровень, тайминги уходят. С этим, получается, ничего невозможно сделать, потому что компания экономит масло, а система смазки не может приспособиться под новые, гораздо более низкие подачи цилиндрового масла. Например, альфа-лубрикатор вообще не имеет таких косяков, он просто подает ровно столько, сколько вы ему скажете. У него есть свой такой сейфти-барьер, который невозможно поставить ниже, но чихать и кашлять он от этого точно не будет. И еще стоит принять во внимание то, что история с частой заменой сипов, а также с плохим таймингом началась примерно 5 лет назад или 6 лет назад. То есть, в принципе, что-то произошло 6 лет назад. Я все-таки думаю, что это полное отсутствие какого-то обслуживания ECL-дистрибьюторов. Их практически не перебирают, потому что боятся неизвестности и пытаются сдавать на берег, но, к сожалению, никто не берет их на рекондицию, поэтому единственное, что вы можете сделать, это получить новый дистрибьютор. Не знаю, как в других компаниях, говорю исключительно за свою. В общем, вывод такой. На одном из цилиндров, конкретно на 9-м, в течение 5 месяцев удалось снизить тайминг с 30 миллисекунд до 13 заменой прессостата, заменой сип-велвов неоднократной, переборкой ECL дистрибьютора и заливанием импульсной трубки до прессостата спиртом с 30 до 13. Как надолго? Я не знаю.
но эффект в принципе и есть. Выводы делайте самостоятельно, ведь я всего лишь провел 5-месячную лабораторную работу, которая, надеюсь, послужит серьезным фундаментом в понимании проблемы. И напоследок, я совершенно недавно узнал, что, к сожалению, украинскому зрителю недоступен паблик ВКонтакте по какой-то причине. Я за новостями не слежу, поэтому вы мне все-таки пишите, если что-то происходит, потому что у меня даже телевизора нет, он мне не нужен. В связи с этим я обзавелся телеграм-каналом, который планируется быть практически полной копией паблика ВКонтакте. Я туда буду делать релизики все, дублировать, и туда же будет лететь и копия бумаги, которую я обычно прикладываю там под видосиками в группу ВКонтаче. Буду стараться выкладывать именно туда. Поэтому, в принципе, кому удобно, забирайте из Телеграма. Ссылочка будет в описании под видео, да, в принципе, в шапке канала тоже. Подписывайся, если не подписан, жмякни пальчик вверх, если видосик был полезен, и иди в описание, там есть полезные ссылки, там есть контакт, там есть Телеграм, там есть Инстаграм. Пока.